Первым приготовим очень вкусный праздничный салат «Грибная поляна», или же его еще называют «Лесная поляна». Красивый, яркий, вкусный, именно то, что нужно на Новый год, Рождество или любой другой праздник. 3 штучки отварного картофеля натираем на крупной терке. Добавляем к нему пару столовых ложек майонеза, немного солим, хорошенько перемешиваем и выкладываем его первым слоем салата. Для сборки салата я буду использовать обычное кулинарное кольцо диаметром 19 см. Вторым слоем салата будет копченая грудка 300 грамм. Некрупно ее нарезаем, а дальше эти кусочки разбираем на волокна. Или же вместо этого можно просто нарезать грудку на небольшие кубики. Выкладываем ее на картофель и смазываем небольшим количеством майонеза. Дальше очередь маринованных огурцов. 150 грамм нарезаем соломкой, выкладываем на копченую грудку и также смазываем майонезом. Следующими на крупной терке натираем 2 отварных моркови. Выкладываем ее на огурцы, смазываем майонезом и чуть солим, если нужно. Еще на крупной терке натираем 4 отварных яйца. Их выкладываем следующим слоем на морковь, также немного солим и смазываем майонезом. Предпоследним будет слой из твердого сыра. 100 грамм натираем на мелкой терке, выкладываем и этот слой также смазываем майонезом. Последними будут укроп и банка маринованных грибов. У меня это опята. Укроп мелко нарезаем, посыпаем им салат. А на укроп выкладываем грибочки. Снимаем кулинарное кольцо и можем подавать на стол. Красивый, яркий и очень вкусный салат непременно понравится вашим близким и гостям. Порадует не только своим вкусом, но еще и станет украшением любого праздничного стола. Обязательно приготовьте. Следующим приготовим очень вкусный салат для праздничного стола и не только. Удачный рецепт, поэтому хочу поделиться с вами. Сразу замаринуем куриную грудку. Понадобится 300 грамм. Нарезаем ее на небольшие кусочки. Перекладываем в миску. Добавляем выдавленный через пресс чеснок 2 зубчика и 2 столовые ложки соевого соуса. Перемешиваем и пока убираем в сторону. Пока грудка маринуется, подготовим грибы 200 грамм, нарезаем их на кубики. Сразу обжариваем. Обжариваем их на растительном масле до испарения жидкости. В процессе немного солим. Готовые грибы снимаем со сковороды, а вслед за ними обжариваем куриную грудку. Грудка уже подрумянилась, снимаем ее также со сковороды и даем немного остыть. Дальше на кубики нарезаем 300 грамм заранее отваренного картофеля в мундире. И яйца 3 штуки также нарезаем на кубики. Перекладываем их сразу в миску. И еще нарезаем маринованные огурцы и зеленый лук. Маринованных огурцов понадобится 100 грамм. А зеленого лука 2-3 стебля. Теперь соединяем все ингредиенты в миске. Добавляем банку консервированной кукурузы, высыпаем лук
И добавляем майонез 100-130 грамм. Перемешиваем, и салат готов. При подаче рекомендую еще сверху посыпать зеленым лучком, он прекрасно дополняет вкус салата. Попробуйте обязательно этот вкусный салат, уверена, вам понравится. Еще готовим очень вкусный нежный салат на праздничный стол «Нежность». Из заготовок я заранее уже отварила и остудила 2 куриных бедрышка и 2 яйца. Теперь приготовим грибы. Понадобится 150 грамм шампиньонов. Нарезаем их на тонкие дольки, или же можно их нарезать на кубики. Способ нарезки особого значения не имеет. Обжариваем их на сухой сковороде до испарения жидкости. Пока грибы обжариваются, нарезаем лук примерно 100 грамм. Готовые грибы снимаем со сковороды, а вслед за ними на растительном масле обжариваем лук. Добавляем его к грибам, немного солим, перемешиваем и пока убираем в сторону. Я буду собирать этот салат в кулинарном кольце. На дно блюда для красоты можно выложить листья салата. Диаметр кольца 18 сантиметров. Первым слоем салата будут куриные бедрышки. Нарезаем их на небольшие кусочки и сразу выкладываем на блюдо. Если нужно их немного посолить, солим и смазываем майонезом. Следующим натираем на крупной терке 1 свежий огурец. Выкладываем его следующим слоем. Этот слой майонезом не смазываем. Дальше очередь плавленого сырка. 1 штучку натираем на мелкой терке. Выкладываем на огурцы. Равномерно разравниваем, немного смазываем майонезом. Теперь выкладываем грибы с луком. Смазываем майонезом, и чтобы дальше не повторялось, все оставшиеся слои салата также смазываем майонезом. Следующим на мелкой терке натираем 70 грамм твердого сыра, выкладываем его на грибы. И последними на крупной терке натираем отварные яйца. Выкладываем их на сыр, немного солим и обильно смазываем майонезом. Осталось украсить салат. В качестве украшения дополнит вкус, придаст свежести и яркости обычный зеленый лук. Нарезаем его и посыпаем им салат сверху. Салат готов. Аккуратно снимаем кулинарное кольцо и можно сразу подавать на стол. Салат получается очень нежный, вкусный, все ингредиенты в нем прекрасно сочетаются между собой. Отличный вариант на праздничный стол. Обязательно попробуйте приготовить. И в завершении предлагаю рецепт праздничного салата, который готовится просто проще простого, зато какой же он вкусный получается. В первую очередь отвариваем куриную грудку 300 грамм. Чтобы она получилась сочной, опускаем ее в кипящую воду, убавляем огонь на средний и так варим ее под крышкой 15-20 минут. Если в процессе варки будет появляться пенка, то снимаем ее. Спустя 15 минут добавляем соль, у меня 1 неполная столовая ложка, перемешиваем, снимаем с огня и даем курице остыть хотя бы до теплого состояния, не вынимая ее из бульона. А пока куриная грудка остывает, подготовим остальные ингредиенты. Консервированную кукурузу приоткрываем и оставляем стекать. Кстати, на заметку, из маринада кукурузы потом можно приготовить постный домашний майонез. Дальше очищаем грецкие орехи. В очищенном виде понадобится 60 или 70 грамм орехов. Хочу поделиться. Заказала вот такой новый орехокол на AliExpress. Очень довольна. Кому будет интересно, ссылку на него и на другие товары, которыми я пользуюсь, оставлю в описании к видео. Буду рада, если пригодится. Итак, очищенные орехи нарезаем или ломаем на небольшие кусочки. Теперь разбираем на зерна гранат. Надрезаем сверху шапочку граната, снимаем ее,
Делаем надрезы в местах, где есть перепонки. Теперь раскрываем гранат и вынимаем зерна. Вот так легко и просто. Остывшую куриную грудку нарезаем на кубики и собираем салат. Соединяем все в миске, куриную грудку, кукурузу, гранат, грецкие орехи. Еще мелко нарезаем петрушку 10-15 грамм и также добавляем ее в салат. Заправляем майонезом. Количество майонеза добавляйте по вкусу. Перемешиваем и салат готов. Как видите, салат готовится проще простого, но благодаря удачному сочетанию ингредиентов получается очень вкусным и нарядным. Отличный вариант салата на праздничный стол. Обязательно попробуйте и поделитесь в комментариях, как вам. Не забудьте поставить лайк, если рецепты вам понравились, и в комментариях напишите, какой салат понравился больше. Буду ждать ваши отзывы. Всех с наступающими праздниками, мира, добра и всего наилучшего!